Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами находимся на Ленинском проспекте возле метро Октябрьская. А поедем мы сегодня с вами кататься на трамвае под маршрутом номер 47. Не самый длинный маршрут, всего лишь 11 километров 100 метров. 11 километров, да, в пути. И идет он до Нагатина. Не надо нам. Вот он подъезжает. Вот мы на нем и поедем. Сейчас достанем карточку к оплате и будем двигаться. Попробуем залезть в задний вагон. Самый задний. Открываем дверку. Прикладываем. И двигаемся. Ну и все, вот мы с вами стартовали. Садимся здесь и едем. Вроде пока нормально. Места хватает нам. Отлично. 9:41. Сколько будем в пути? Эти 11 километров. Давайте посмотрим. Ну, естественно, трамвай это не самый быстрый вид транспорта, как вы знаете. Поворачиваем и погнали рассматривать достопримечательности. Здесь вот одно из старейших депо. Кстати, я забыл про него сказать. Вот оно, прям рядышком здесь трамвайное депо имени Апакова. Здесь идет реконструкция, еще ремонт трамвайного депо. И вот прямо от него и берет начало 47-й маршрут. Вон оно за забором. Видим, что там, да, идут работы. Вот эти новые трамваи, они довольно-таки длинные. И там вот, когда был сделан ремонт, не хватало навесов под всю длину трамвая, чтобы он под навесом был. И вот сейчас все это дело реконструируют, ну, можно сказать, переделывают. Главное управление МВД России по городу Москве по борьбе с экономическими преступлениями, ну, проще говоря, бывший АБХСС, сейчас вот так называется. И улица Шабловка у нас, дорогие друзья. Отлично сидим, отлично едем. Так, ну и вот первая остановка у нас. Шуховская башня, ну к ней там не пройдешь, все делать ремонт, там уже запчасти в свое время от нее отваливаться начинали. Ну вот, не знаю, отреставрировали ее, вот видите, долгострой. Метро Шабловская. Вот вход, Шабловка 37, знаменитая Шабловка 37. Помните, я вот говорил, в гостях у сказки раньше была передача. И в конце много других там. И в конце письма направляете по адресу город Москва, Шабловка 37. Вот она, Шабловка 37 была. Мы ее проехали с вами. Вот смотрите, такие вот хрущевки, наверное, вот раз, два, пятиэтажки. Видно, что фасад подремонтировали, но вот на Шабловке все это еще сохранено.
Вот как раз здесь будет поворот, и между двумя направлениями улицы такой скверик. Мы по нему с вами гуляли. Кто-то даже из моих зрителей писал, что в молодости здесь вот лыжня была, и на физкультуре на лыжах здесь ходили вот по этому скверику. Такие красивые высотки. Там кто-то писал, под 100 лимонов квартира стоит. Вот еще комплекс зданий. Да, конечно, тут настроили. Здесь была на Серпуховском валу одна из сберкасс. В свое время мы когда работали еще в 90-х годах, здесь зарплату получали. Ну, когда я вот здесь вот ходил и ездили уже здесь, я ее не обнаружил. А вторая была вот в доме корабле, который на Тульской находится. Мы его тоже увидим с вами. Даниловский рынок у нас в кадре открывается. Такое здание. Долго он был на ремонте, укрепляли вот этот свод крыши. Ну и корабль. Здесь была первая сберкасса, где я зарплату получал. Это вот здание налоговой инспекции Московской области. Монетный двор. Пошло прямо, а мы с вами сворачиваем направо. Мияу Мифи. Холодильный переулок. Да, тут понастроили и не узнаешь.
улице. Артема, мы едем к Нагаткам. Да, к Нагаткам едем. Едем под железнодорожным путепроводом. Здесь вот петля такая, видимо, конечная одного из маршрутов. Варшавское шоссе. Вот 49-й стоит, Нагатино написано тоже. Интересно, куда поедет. Уезжает за нами. Получается, едем из центра сейчас по Варшавке. Эта дорога, вот если свернуть, проехать по Каширке, там на Липецкую улицу, и как раз выезжаешь на трассу М4, которая идет в Крым, в Краснодарский край. Белым-белом. И везде стройка идет, вы правы, вот. Куда ни посмотри, везде стройка. Первый Нагатинский жилой комплекс бизнес-класса. Посмотрите, как сделано. Парадная.
по-другому дома. Московский ювелирный завод. И остановка называется ювелирный завод. Второе место после Санкт-Петербурга по протяженности трамвайных линий. П-44Т серия домов. В свое время еще при Лужкове их строили, очень популярная серия была. Метро Коломенская, вон вестибюль метро. Если видите, вот она. С этой стороны. Тут недалеко парк Коломенская. Мы там с вами. Так, Нагатинский затон, район начинается. Собственно, туда мы с вами и едем. Я тоже спросила. Ну, там можно, только чтобы это сюрприз. Типа, что мы поехали. Может быть, ты сможешь прилететь. Хотя бы 2,5 билет туда, чтобы на выходном. Там же у нас праздники, выходные можно туда прийти. Ну вот мы повернулись с вами, теперь вот въезжаем в район. Метро Коломенская, объехали.
в глубине района тоже очень много. Ну не знаю, вот девятиэтажки будут убирать. Ну, наверное, уже вторым этапом. Вот уже построили, видите, рядом. Точечная застройка, еще не до конца. Вот это реновация называется. Ну, этот, скорее всего, отремонтировали фасад. Вот эти, видите, сделали как красиво. Затонная улица. Ну, здесь скорость у него нормальная, так двигается. Здесь довольно-таки много таких вот старых домов, посмотрите. Невысокие, пятиэтажки в основном, ну и 9. Их уже позже строили. Вот девятиэтажки, видите, их фасады ремонтируют и приводят в более красивый цивилизованный вид. И мы с вами довольно-таки относительно быстро из центра города, от метро Октябрьская, вот добрались до Нагатинского затона, не пользуясь ни метрополитеном, ни другими видами транспорта. Ну вот здесь кольцо, собственно говоря, и остановка конечная. Вот он, 49-й стоят. й 49-й. 47-й маршрут наш. Остановка Нагатина, конечно. 40 минут мы с вами. Вот он развернулся. И мы с вами прибываем. Открываем дверь. И смотрим на время, дорогие друзья. 41 минута мы были с вами в пути по маршруту 47-го трамвая метро Октябрьская, Нагатино. Вот мы с вами в Нагатинской пойме. На этом наше путешествие на трамвае закончено.